Предыдущий перманентный макияж немножечко украл объема от природных губ. Протираем к центру. От наружного угла к внутреннему. Номер 6. Достаточно яркий, насыщенный. Если выделяется сукровица, значит вы травматично работаете. Обязательно, чтобы положить, нужно хорошо растянуть. Обязательно все линии вытягиваются в четкую линию, без загибов, без прогибов. Делаем третий проход верхней губы. Я уже пошла в диагональ, сверху вниз. И я не дышала, чтобы моя рука четко фиксировала. Линия должна оставаться тоненькой, ненавязчивой. И сюда же я добавлю вазелин. Я прошу клиента сделать поцелуйчик. После первого прохода мы получим акварельный эффект. Делим губы на 6 равных частей. На выходе у нас получились идеальные, красивые, сексуальные губы. Всем привет! Я Наталья Рогозина. Мы на канале Hanafi Color Pigments, и сегодня я буду демонстрировать вам технику Perfect Lips на губах. Я топ-мастер и тренер с 13-летним опытом работы, 5-кратный золотой призер международных чемпионатов, а также спикер и судья международных конференций, основатель авторских методик по перманентному макияжу. В 2023 году я получила патент на авторское изобретение по технике на бровях. Что мы имеем? Мы имеем замечательную форму губ, очень красивую. Был ранее сделан перманентный макияж примерно год назад у другого мастера. И мне придется сегодня работать с исходником, потому что мы видим здесь некие недокрасы в прислизистой зоне. Также хотелось бы открыть арочку Купидона, потому что расстояние позволяет сделать губки более сексуальными, более объемными. Также ошибки многих мастеров, вот я сейчас эту ошибку вновь вижу, когда не дорабатывают прислизистую зону. То ли наши модели, наши клиенты начинают съедать серединку губ, и пигмент там не остается. В общем, сейчас мы будем максимально акцентировать на это внимание и закрывать вот эти все недочеты. Ну что, приступаем к работе, к отрисовке нашего эскиза. Для эскиза мне очень нравится консилер Stellary. Так как основа очень сухая, я добавляю в него немножко маковского консилера. Использую 2 кисточки лопатки. Одна идет для консилера, а другая для почищения, чтобы эскиз был у нас идеальным. Замечательный консилер, и это была моя находка. Девчонки, всем рекомендую. Почему? Потому что он, когда засыхает, можно даже не припудривать, настолько четко держит форму. Я их между собой немножечко перемешаю, чтобы консистенция была пожиже. И начинаю отрисовку с нижней губы. Обязательно ориентируемся на поры, чтобы нам не выйти за природный контур. Зона смыкания должна быть на расстоянии 1 сантиметр, четко, ровно, без всяких уклонов, загибов. То есть лопатку поставили, она вошла в зону смыкания, в зону комиссуры. Достаточно объемные упругие губы, без филлера. Сейчас мы им придадим красивую сексуальную форму, добавим цвета. Всегда отрисовываю эскиз в лежачем положении, чтобы модель лежала, для того, чтобы четкая была стабилизация руки и никуда у нас наш эскиз вырисовывался весь ровными красивыми линиями. Теперь, после того, как я отрисовала нижнюю губу, на верхнюю я не перехожу, но я перемещаюсь за голову клиента, для того, чтобы мне посмотреть вид сверху и выровнять наш
полумесяц. Обязательно обращаем внимание, как идет вход в комиссуру. Все проверки нашего эскиза мы будем, естественно, смотреть в сидячем положении. Сейчас мы делаем просто набросок. Лежа мне позволяет увидеть все поры, чтобы я за них не вышла, чтобы форму выстраивала именно в форме губ. Обязательно отмечаю центр, потому что нос может быть немножечко искривлен. Ориентируюсь, делю лицо пополам, ставлю себе набросочек. И начинаем выстраивать самую красивую сексуальную часть. Я считаю, что это арочка Купидона. Делаем галочку. Тут есть небольшие поры. Я кисточкой их закрываю, чтобы мне на них не выйти. Если будем работать с порами, они будут в прокрасе отличаться и выглядеть дырочками. Эскиз обычно занимает у меня максимум минут 7, 5-7 со всеми проверками. И начинаем выстраивать также вторую половиночку наших губ. Всегда сравниваю, глазками бегаю и сравниваю детально каждый участок наших губ. Если вижу свои ошибки здесь и сейчас, сразу их убираю. Вот такой получился эскиз, когда наша модель лежит. По мне он лежа идеальный. Сейчас мы будем проверять и посадим нашу модель. Мы посадили нашу модель для того, чтобы на 100% убедиться, что мы нарисовали очень симметричный эскиз, чтобы губки у нас были на выходе очень ровными. Я проверяю правильность нарисованных губ с помощью мимики. Прошу нашу модель или наших клиентов улыбнуться. Здесь я смотрю на нашу арочку, на нашу птичку, развернутость наших крылышек. Арочка Купидона должна быть у нас идеальной. Я прошу клиента сделать поцелуйчик. С помощью поцелуя мы видим, на одном ли расстоянии находятся наши апексы двух половинок. Очень важно сделать ровную комиссуру. Вход в углы, два угла должны быть под прямым, прямо прямым углом. При открытом рте мы смотрим, как у нас входит верхняя губа в нижнюю. Она должна смыкаться в одну точечку. Поэтому все, что лишнее мы нарисовали, мы изнутри почищаем. Мы не забираем у наших губ объем. Мне очень нравится. Две линии, верхняя и нижняя губа, у нас входят в одну точку. Как можно проверить себя? Я всегда сравниваю маленькие участки, делим губы на 6 равных частей и начинаем между собой сравнивать каждую часть: расстояние, высоту, ширину. То есть я смотрю расстояние. Если больше, где-то меньше, вот мне кажется, что с одной стороны объема чуть побольше, поэтому я объем чуть-чуть добавлю. Итак, когда мы обрисовали консилером наши губки, мы четко видим форму. Предыдущий перманентный макияж немножечко украл объема от природных губ. Мы его сейчас будем добавлять. Чуть-чуть я сюда еще тоже объемчика добавлю, тогда губы у нас будут смотреться более пухлыми. После отрисовки нашего эскиза, чтобы он никуда при раздвижении наших рук не смазался, мы обязательно должны припудрить. Используется мелкодисперсная пудра. И прихлапывающими движениями прохожусь по консилеру и смыканию с губами. Тогда 100% наш эскиз никуда не размажется. И в конце уже, чтобы наверняка, мы прихлапывающими движениями стираем пудру по губам. В работе я буду использовать две иголочки. Фирма Hanafi, 30 диаметр, 1 RL LT и 30 диаметр, 3 иголочки в спайке, 3 RL LT. Мы эту иголочку будем раздвигать. Немножечко иголочку я подгибаю.
для того, чтобы она стояла четко по центру, чтобы мы положение руки нашей не меняли по отношению к коже. У меня в руках аппарат ВС3 Стаса Воробцова. Ход иглы 3, по-моему, 3 или 3,5. Ну, такой, наверное, средний ход, я бы сказала. Мощность выставляю 4,6. Сейчас мы начнем фиксировать контур и делать основной прокрас этой иголочкой номер 1. Для наших губ мы подобрали оттенок, мой любимый микс. Это губной оттенок компании Hanafi номер 6, номер 3 и номер 2. Наша модель хотела бы небольшой розоватый оттенок, чтобы была красивая яркая форма, поэтому берем номер 6. Это такая вот для меня приглушенная роза. Концентрацию ее снизим номером 3, добавим беж, чтобы не было вот этого грязного какого-то оттенка. И добавим легкой розовиночки, чтобы губки наши были более сексуальные, красивые. Сегодня в нашей работе мы использовали пигменты Hanafi. Я их очень сильно люблю за их легкую укладку, за их яркие цвета. А если мы их миксуем между собой, можно получить совершенно новые оттенки. Сейчас более подробно я вам покажу, как они выглядят в отдельном виде и как они выглядят в миксе. Сегодня был использован мой любимый микс, который подходит абсолютно всем губам. На самом деле один и тот же оттенок на разных губах будет выглядеть в зажившем виде по-разному, потому что кожа губ имеет уникальный свой оттенок. Номер 6 достаточно яркий, насыщенный, имеет холодный розовый красивый оттенок. Номер 3 нейтральный, теплый, он немножечко сгладит холод на губах. Номер 2 розовый, легкий, красивый оттенок. И сейчас я покажу тот микс, который мы мешали. Я чувствую немножечко себя лаборантом, потому что для вас открываю абсолютно разные оттенки. И вот хотела вам показать этот уникальный код красоты для наших губ. Сочные, нежные, изящные, сексуальные, оттенок, который подойдет абсолютно любым губам. Так, мы взяли 7 капель номер 6, 3 капли номер 3 и 3 капли номер 2. И я добавлю в наш микс капельку разбавителя, также чтобы снизить концентрацию нашего оттенка. Все вместе мы перемешаем миксером. Цвет на выходе в заживший получится как знаменитый карандашик Vivienne Sabo 102 номер. Такая припудренная роза, очень вкусный, очень красивый, нежный оттеночек. Нам нужно также будем во время процедуры использовать вторичную анестезию фирмы Hanafi. Первичную анестезию я не использую в губах. После первичной анестезии, как правило, кожа губ начинает дубеть, что препятствует хорошему проникновению иглы в кожу и укладке пигмента. Поэтому я стараюсь обходиться без первичной анестезии, чтобы наша кожа оставалась мягкой, эластичной и хорошо вбирала в себя пигмент. Начинаю работать с арочки Купидона, начинаю фиксировать эскиз тонкой легкой линией. Немножко приоткрываем, расслабляем губки. Должна быть хорошая натяжечка, чтобы у нас пигмент не прыгал по коже, а четко входил в нее. Чувствую легкую вибрацию в коже и начинаю повторять наш эскиз. Главное, контур должен быть очень легким. Обращаю очень большое внимание на своих обучениях, что я всегда подстраиваюсь под линии. Куда моя линия идет, то есть моя машинка должна четко идти в мое солнечное сплетение. Главное, глубоко не входить в кожу. Движение легкое, поверхностное. Чувствуем вибрацию. Раздвигаю небольшие участочки
Главное правильно растянуть кожу, чтобы пигмент очень хорошо и легко укладывался. Штрихи короткие. Движение все в коже. Иголочка находится в коже. Никуда не торопимся, чтобы весь эскиз у нас зафиксировался. Наша линия должна быть единой, не штрихообразной. Обязательно каждый участочек мы проверяем, раздвигаем и смотрим, осталась ли у нас линия. Контур должен быть виден, но он должен быть очень легким. Не должно быть отдельной линии, это будет смотреться некрасиво, и это будет сложно закрывать его в общий рисунок. Линия должна оставаться тоненькой, ненавязчивой. Видите? Вся линия зафиксировалась, весь наш рисунок, который мы отрисовали, весь зафиксировался. Обязательно, прежде чем войти в кожу, я сначала в воздухе повторяю движение, чтобы себя настроить, свою руку. За что я люблю пигменты Ханафи? За то, что они очень легкие в укладке. Их не нужно катать по губам, чтобы они остались. Это некая медитация. Вот мы вошли в кожу и как будто на коньках катимся. Тогда у вас получается ровная, красивая, изящная линия. Обязательно все складочки на губах нужно раздвигать, чтобы у вас губки были в плоскости, чтобы не было амортизации и не было объема, чтобы ваша иголочка не прыгала, она четко укладывала пигмент под кожу. Я постоянно слушаю вибрацию, что моя иголочка находится одинаково, на одинаковом расстоянии кожи. В этом мне помогает моя левая рука, которая раздвигает участок. Обязательно входим в зону смыкания. И также выключаем машинку и начинаем проверять. Если видим участки какие-то недокрашенные, их здесь и сейчас докрашиваем, чтобы вы уже не боялись и не переживали, что ваша форма изменится. После того, как я зафиксировала верхнюю губу, контур верхней губы, я наношу вторичную анестезию для того, чтобы наш пигмент проявился, поднялся, и мы его еще более отчетливо видели. Так, работая с нижней губой, мы начинаем также с места комиссуры. Обязательно все линии вытягиваются в четкую линию, без загибов, без прогибов. Четко фиксируем наш эскиз. Движения возвратно-поступательные, когда я работаю с контуром. Эта техника называется лайнер, то есть мы вырисовываем тонкую идеальную линию. Закрашивать мы будем техникой шейдинг. Растушевывать. Иголочка Ханафи имеет жесткую мембрану, она стабильно мне подает пигмент, не проваливаясь никуда. В губах нужна четкость. Отработала участочек, перехожу на следующий. Самое главное в губах, я считаю, правильное построение эскиза, учитывая все особенности анатомии губ. Ну и, соответственно, главное повторить, то есть контур закрепить правильно, чтобы у нас не было никакой симметрии на выходе. Ну и, конечно же, правильно подобрать оттенок, подходящий для конкретного лица. Чтобы рисовать ровные линии, нужно, конечно, отрабатывать, много отрабатывать. Я когда начинала делать линии, у меня, конечно же, как у любого начинающего мастера, ничего не получалось, и я не дышала, чтобы моя рука четко фиксировала и никуда не отклонялась ни в какие стороны. Очень важно обращать внимание, если выделяется сукровица, значит вы травматично работаете. Губки должны оставаться сухими. Особое внимание уделяем углам.
Потому что часто на чемпионатах я вижу, как эти зона комиссуры не прокрашена и не смыкается. На полпути бросили губы, а губы уже становятся некрасивыми, если углы не прокрасить. А чтобы углы прокрасить, нужно очень хорошо натянуть. Мы отработали контур нижней губы. Обязательно сейчас его проверим. Маленькими участочками раздвигаем и смотрим. Линия есть? Есть. Легкая, ненавязчивая. Итак, мы отработали контур нижней губы. Наносим вторичную анестезию. И сюда же я добавлю вазелин на то, чтобы все отшелушились, размокли наши корочки. Потому что с корочками будет очень тяжело уложить пигмент в кожу. Ее надо размягчить. Берем вазелин, он с ментолом. Дополнительно немножечко эффект холода даст, то позволит клиенту комфортно выносить процедуру. Наносим прямо на сами корочки и закрываем под пленочку. Сейчас будет у нас банный эффект. Корочки наши отмокнут, и мы замечательно все прокрасим. Всю прислизистую зону. Начинаем работать с верхней губой. Вытираем остатки пигмента. Сейчас начинаем красить техникой шейдинг. Растушевывать все губки. Закрашивать его в единый цвет. Делаем максимально плотный проход, чтобы у нас не было дырочек никаких. Заливаем все красочкой. Штрихи короткие, плоский маятник. Работаем в губах. Обычно этот первый проход, он самый монотонный. Тут надо просто сидеть и красить. Можно напевать песенку в своей голове. Можно поставить музыку, но главное не сходить с ритма. Все штрихи одинаковые. У вас уже после первого прохода должно лежать единое целостное полотно. По сути, после первого прохода мы получим акварельный эффект. Лимфа допустима при работе, допустима. Не должна течь кровь. А если выделяется легкая роса, она допустима. Возможно, наша клиентка в период менструации, возможно, кожа чувствительная губ. То есть все эти факторы могут сказываться на выделении лимфатической жидкости. Обычно во время первого прохода я ловлю ритм музыки, просто чтобы мое движение было одинаковым, я пританцовываю вместе с машинкой. Техника шейдинг — это когда ваша рука в статике, а пальчики в динамике. Только пальчики толкают туда-сюда машинку. Обязательно, подходя к приконтурной зоне, мы должны очень ровно постоять прямо на этом месте, чтобы у нас не было отдельного контура, чтобы не было между ними пробелов. По времени обычно первый проход у меня занимает около часа. Я не прыгаю с участка на участок. Я прокрашиваю его, выходя 50 на 50 на следующий блок. Обязательно, чтобы положить, нужно хорошо растянуть. Растягиваем не в барабан, но все морщинки должны у нас разгладиться, чтобы иголочка очень легко входила в кожу и одинаково закрашивала пигментом. Особый акцент уделяем серединке губ, потому что, как правило, тут у нас остается эффекта омбре, не докрашивается цветом. Я уделяю особое внимание, чтобы здесь постоять и положить пигмент. Движения мои достаточно резкие. Я кожу не глажу. Я настаивающими движениями укладываю пигмент, чтобы он у нас весь остался с первого прохода. Особое внимание конкретно в этих губах уделяю пробелам, которые остались у нас от предыдущего перманентного макияжа.
Первый проход должен быть прям основательным. Мы должны закрыть пигментом все губы, площадь всех губ. В дальнейшем работа будет быстрее. После того, как мы сделали первый проход верхней губы, я наношу вторичную анестезию. Нижнюю губу я начинаю с левого угла, с левой комиссуры. И постепенно закрашиваю все губы. Также особый акцент уделяю при контурной зоне. Углы могу возвращаться, чтобы они закрасились лучше. Обязательно раздвигаем все наши складочки на губах, чтобы пигмент ложился равномерно, чтобы не было никаких пробелов у нас и белых пятен. Также плотно прилегающим штрихом прорабатываю все губы, доходя до слизистой. Первый проход должен быть очень максимально плотным. Мы кожу должны подготовить, чтобы она очень хорошо в дальнейшем вбирала в себя пигмент. У меня плоский маятник, движение внутри кожи, достаточно короткий штрих. Там, где у нас корочки, мы немножко взрыхлим. И на второй проход также положим вазелин. Они постепенно будут отходить. И дадут нам возможность закрасить все. Так, отработали. Протираем, смотрим. Обязательно протираем к центру. От наружного угла к внутреннему, чтобы отека сильного не было. Появляется легкий оттенок. Очень красивый, очень нежный. Дохожу до слизистой, но слизистую пока не трогаю, чтобы не было у нас излишнего отека. Нижняя губа всегда красится быстрее, потому что она имеет объем больше. На верхней губе приходится раздвигать больше складочек, больше вихров, больше бугров. Нижняя всегда априори красится лучше и быстрее. По крайней мере, в моем случае. Особое внимание также уголочкам уделяем, комиссуре, зоне смыкания. Красим полностью все губы, акцентируя внимание на белесые места. Там, где у нас не проложилась красочка, там мы постоим и доложим. И докидаем пигмент. Движение такое же короткое. Иголочки в коже. Штрихи плотно прилегающие. Здесь я уже захожу на слизистую, чтобы она уже начинала закрашиваться. Слизистая очень тоненькая, и с ней нужно крайне аккуратно. Если вы встанете и будете долго ее красить, у вас будут губы у клиента либо у модели, как у рыбки или как у уточки. Очень большие. Поэтому на слизистую очень аккуратно зашли, легонечко отработали поверхностным штрихом и вышли. У нас во втором проходе появляется легкий блеск. Пигмент более плотно уже укладывается, закрывает все полностью поверхность губ. Очень красиво. Легкий отек в перманентном макияже губ допустим, но только легкий. Сильный большой отек говорит о том, что либо вы травматично работаете, либо аппарат у вас длинноходный, либо очень сильно работаете со слизистой. У нас будет помадный эффект, но легкий. Для меня помада это когда 5-6 проходов. У нас будет 3 прохода и 4-й дорабатывающий. Мы сделали полностью 2 прохода.
Работали сейчас иголочкой 3RL, и получилось очень быстро. Буквально минут 10 у нас ушло на это. Сейчас мы нанесем на нижнюю губу, так как тут еще корочки остались, нанесем вторичную анестезию и вазелин, и все закроем под пленочку. Наносим вторичную анестезию и сверху вазелин. Вазелин хорошенечко разнесем по всем губам и закроем все под пленочку. Делаем третий проход верхней губы. Я уже пошла в диагональ сверху вниз, чтобы наши губы максимально все закрасились. Тем самым мы ставим решеточку, блокируем пигмент, и пигмента в зажившем виде остается больше. Обязательно выходим уже сейчас, закрашиваем слизистую, чтобы когда наша модель улыбалась, у нее не было там белых пятен. Такой же поверхностный легкий проход. Немножко угол поменяли. Там мы красили в горизонталь вдоль линии контура. Сейчас красим к слизистой в диагональ. Мы сделали третий проход. У меня иголочка вставлена 3RL, ЛТ раздвинутая. Сейчас я поменяю и сразу же доработаю верхнюю губу единичкой. Скрою какие-то неточности, сравняю контур с основным прокрасом, чтобы довести уже наши губы до идеала, до результата. Анестезию больше не наношу. Мы завершили нашу процедуру. На выходе у нас получились идеальные, красивые, сексуальные губы. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, моя информация была для вас крайне полезной. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. На все вопросы будем отвечать.